Всем привет! Вы на YouTube канале Geek, и в этом видео я вам расскажу про строение файловой системы. Посмотрев это видео, вы научитесь перемещаться по ней, создавать, копировать, удалять, редактировать и менять права доступа к файлам и директориям, а также изучить строение команд Linux. Итак, начнем. Давайте сейчас рассмотрим структуру команд Linux. Вне зависимости от того, какую команду или программу вы пытаетесь вызвать к исполнению, встроенную в ядро операционной системы или, например, написанную программу вами, у всех них будет общая структура вызова в командной строке. И в общем виде структуру можно представить следующим образом. Например, рассмотрим команду ls-al-test. На первом месте идет имя команды. Что делать? В данном случае ls является именем команды, которая вводит содержимое текущей директории. Далее за именем команды идут ключи, опции, расширяющие или модифицирующие поведение команды. Как делать? Тут AL является опцией. За ключами идут аргументы, на которые направлены действия команды. Над чем делать? Тут тест является аргументом. Также хочу отметить, что опции в Linux бывают двух типов. Короткие, а также длинные. Рассмотрим применение коротких ключей подробнее на примере команды ls, выводящей на экран содержимое директорий. Так, при вызове команды ls без ключей на экран будут выведены все файлы директории, имеющиеся в текущей директории. Для того, чтобы изменить поведение команды, можно вызвать ее с коротким ключом "-a", от английского all. Туда на экран будут выведены все файлы и директории, в том числе и скрытые. Название открытых файлов в Linux начинается с точки. Удобство коротких ключей заключается в том, что для модификации поведения команды можем указывать все нужные опции в одном вызове, и более того, можно группировать их подряд. Команда с тремя ключами ls-l, "-a и "-i равносильны записи ls-ly. Стоит отметить, что Unix является операционными системами, учитывающими регистр букв, поэтому одновременно в одной директории могут существовать два файла с именами test первая буква в верхнем регистре и test первая буква в нижнем регистре. Так, для операционной системы это разные файлы, но первой системой следует ориентироваться на нижний регистр. Так, например, команду ls оболочка bash выполнит, а вот команда l в верхнем регистре, s в нижнем регистре ей уже не знакома, и попытка вызова такой команды закончится информационным сообщением. Резюмируем. Для вызова команды оболочки bash вначале указывается имя команды и опциональные ключи и аргументы. При этом мы используем как короткие, так и длинные ключи в одном вызове, по вашему желанию. Теперь можно приступить к изучению команд для навигации по директориям. Начнем с команды cd, от английского change directory. Эта команда изменяет текущую директорию на предыдущую, либо на указанную в аргументе. Также хочется отметить, что директория /home в Linux обозначается знаком tilde, а самую корневую директорию обозначает знаком /. Давайте откроем терминал. Как только я открываю терминал, я оказываюсь в домашней директории. На это указываю знак tilde. Также, строчкой ниже, у меня находится знак octotorp. Это означает, что я сейчас авторизирован как root пользователь или суперпользователь. А также я имею привилегии root пользователя. Пользователь с привилегиями root имеет права на выполнение любых действий, удаление любых файлов и изменение любых параметров. Сейчас я нахожусь в домашней директории root пользователя, то есть директории /root. Давайте убедимся в этом, выполнив команду pwd, которая вводит путь, в котором сейчас я нахожусь. Как видите, я действительно нахожусь в директории /root. Давайте сейчас попробуем перейти в директорию /. Для этого недостаточно ввести само имя команды. Для этого необходимо ввести еще и аргумент. Аргументом в этом случае является путь директории /, то есть после имени команды нужно поставить аргумент /. Как видите, знак tilde сменился на знак /. Теперь мы находимся в директории /. Давайте в этом убедимся, введя команду pwd. Действительно, мы находимся в директории /. Для того, чтобы вернуться в директорию /root, то есть вернуться в директорию tilde, можно ввести команду cd без аргумента или cd с аргументом tilde, либо просто указать в аргументе полный путь к директории. Давайте теперь перейдем в директорию, которая находится в пути /root, /test, /dir1, /dir2. Для этого я в аргументе укажу путь к этой директории.
Как видите, я оказался в заданной директории. Давайте теперь скопируем файл из пути /root/test/dir1/dir2/randomfile.py в директорию /root. Для этого нужно ввести имя команды cp и следом в качестве первого аргумента указать путь к файлу, который нужно скопировать, в данном случае /root/test/dir1/randomfile.py, а в качестве второго аргумента следует указать путь, куда необходимо скопировать этот файл, то есть /root. Давайте выполним эту команду в оболочке bash. Как видите, в директории /root появился файл, который мы копировали. Также можно просто скопировать этот файл в текущую директорию командой с именем cp и аргументом в виде имени файла, который нужно скопировать. А вторым аргументом в этом случае выступает новое имя файла. Так, в Linux в одной директории недопустимо нахождение двух и более файлов с одинаковыми именами и расширениями. Давайте теперь создадим произвольную директорию. Поначалу введем имя команды mkdir, от английского make directory, и в аргументе укажем имя будущей директории. Также можно создавать несколько директорий одновременно, достаточно по очереди указать их название. Также можно создавать последовательность директорий, указав опцию "-p. Например, mkdir-p dir1/dir2/dir3. Теперь создадим файл. Создать файл можно командой touch с аргументом в виде названия файла. Аналогично можно создавать несколько файлов одновременно, по очереди указав их название. Пришла необходимость удалить созданные мною файлы и директории. Для этого воспользуюсь командой rm для удаления файлов и rmdir для удаления директорий с аргументами, эквивалентными именам файлов и директорий, которые необходимо удалить. Также можно удалить несколько директорий и файлов одновременно, достаточно по очереди указать их название. Удалим файл randomfile.py. Проверяем, файла randomfile.py нет. Также давайте удалим директорию randomdir. Проверяем, директории randomdir нет. Аналогично удалим две директории dir5 и dir6. rmdir, dir5 и dir6. В случае с удалением файлов и директорий, их можно удалить, указав полный путь директории или файлу, который вы хотите удалить. Например, удалим dir3, rmdir, dir1/dir2/dir3, а также файл.txt, расположенный в директории dir2, rm dir1/dir2/file.txt. Как видите, все работает и отлично функционирует. Также хотел упомянуть, что удалять можно лишь пустые директории. Что касается просмотра содержимого файлов и его редактирования, то его можно просматривать и редактировать прямо в терминале при помощи таких инструментов, как cat и nano. Например, откроем файл text.txt, cat text.txt. Или в редакторе nano, nano text.txt. В nano текст можно редактировать. Также в аргументе можно указать путь к файлу, который нужно отредактировать, либо открыть на чтение. Например, cat/root/text.txt. Надеюсь, это все понятно. Давайте теперь я покажу, как перемещать файлы и директории. Для этого используется команда mv, а затем пишется имя файла или директории, которую надо переместить, и следом пишется директория, куда файл будет перемещаться. Рассмотрим пример перемещения файла text.txt директории tilde в директорию /root/test/dir1/dir2. mv text.txt /root/test/dir1/dir2. Переименовывать файлы можно командой mv, только в качестве первого аргумента указать файл или полный путь к файлу, а затем новое имя файла, например, mv text.txt file.txt. Давайте теперь изменим провода доступа к файлу file.txt.
Для изменения прав доступа к файлам, директориям используется команда chmod, от английского change-mod. Право доступа определяют, какие действия разрешены владельцу, группе пользователей и всем остальным. Рассмотрим основные права доступа. Чтение или R позволяет просматривать содержимое файла или директории. Запись или W позволяет изменять содержимое файлов или создавать и удалять файлы в директории. Выполнение или X позволяет выполнять файл к программу или переходить в директорию. Символьный способ указания прав доступа выглядит так: RVX, 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 где первая группа отвечает за права доступа владельца, или U от английского user, вторая за права группы, G от английского group, а третья за права остальных пользователей, O от английского other. Рассмотрим изменение прав доступа по символьному способу. chmod U плюс RVX, J плюс RV, O минус RX, file.txt. Эта команда добавит права на чтение, запись и выполнение для владельца файла, разрешить чтение и запись для группы пользователей, а остальным запретить чтение и выполнение. Изменение прав доступа по числовому способу. Например, chmod 764 file.txt. Здесь каждая цифра представляет собой сумму прав. 7 RVX для владельца, 6 RV для группы и 4 R для остальных. Рекурсивное изменение прав доступа для директории и ее содержимого. Для рекурсивного изменения прав доступа используется короткая опция "-r", например, chmod "-r 755 my directory". Эта команда рекурсивно изменит права доступа для директории my directory и всех файлов и поддиректорий внутри нее на RVX, RX, RX. Использование буквенного представления прав. chmod UGO равняется RVX file.txt. Эта команда установит одинаковые права на чтение, запись и выполнение для владельца, группы и остальных пользователей. Удаление прав доступа осуществляется следующим образом. Для этого между пользователями правами ставится не плюс, а минус. Например, chmod a-x file.txt. Эта команда запретит выполнение файла для всех пользователей, владельца группы и остальных. Использование битового представления прав. Например, chmod 777 file.txt. Здесь каждая цифра представляет собой восьмеричное число, где первая цифра права владельца, вторая права группы, а третья права остальных. На этом моменте заканчивается первая часть изучения Kali Linux. Надеюсь, что благодаря этому курсу вы научились базовым вещам в терминале Linux. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!